Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке расскажу два варианта провязывания первого столбика с накидом. Смотрите, чтобы край изделия при вязании столбиков с накидом был идеально ровным. Вот этот край, где маркер, я вязала одним способом. Смотрите, край ровненький. Вот этот край я вязала вторым способом. И при первом и при втором способе провязывания, да, край изделия ровный. Я вам еще покажу, как красиво сменить нить. То есть, если вы вяжете какой-то цветной шарфик, смотрите, какой идеальный получился образец. А вот этот образец мы провязывали вместо первого столбика с накидом 3 воздушные петли. То есть заметна разница, да? Смотрите, какой рыхлый край, и очень видны вот эти вот 3 воздушные петельки. Здесь ничего не видно. Я вам также покажу, как провязывать первый столбик при вязании не только столбиком с накидом, но и столбиком с 2 накидами, с 3 накидами и полустолбиком с накидом. То есть в одном видео будет очень много полезностей. Сохраняйте и делитесь с вашими подругами, друзьями, родственниками. Итак, приступаем. Показываю первый вариант провязывания столбика с накидом в начале при переходе на новый ряд. Итак, наберем сначала цепочку из воздушных петель. Вяжем просто образец. Итак, при провязывании первого варианта, когда вот у нас вот такой вот будет край, да, смотрите, набираем петлю подъема и еще одну петлю. Это только при провязывании первого ряда. Я вам дальше покажу, как вяжется. Смотрите, начинаем провязывать первый столбик. Крючок заводим во вторую петлю. Вытянули, провязали 2 петли вместе. Потом из этих двух вот эту петлю захватываем, вводим крючок и провязываем. Вот мы провязали первый столбик с накидом. Это первый вариант. Далее все столбики мы провязываем обычным способом. Довяжу до конца ряда, покажу, как перейти на новый ряд. Итак, довязываем наш первый ряд. Разворачиваем наше вязание и смотрите, как мы провязываем первый столбик во втором и во всех последующих рядах. Петлю подъема мы не делали. Мы заводим крючок сразу в первую петлю, вытянули 2 петли на крючке, мы провязали. Далее снова заводим крючок вот в эту вторую петлю, вытянули, провязали. Вот наш первый столбик с накидом. При провязывании таким образом край нашего изделия будет ровный. Видите, нет никакого свободного пространства. Видите, как мы провязываем просто 3 воздушные петли, как выглядит наш край. А вот при провязывании вот этого первого способа, то есть здесь даже при смене нити край идеально ровный, без каких-либо отверстий. Так, сейчас довяжу еще второй ряд, еще раз вам покажу и покажу на этом маленьком образце. И сразу же покажу, как провязать первый столбик, если вы будете вязать столбиками с 2 накидами, с 3 накидами. То есть вот этот первый способ, он идеально подходит для провязывания первого столбика, даже если вы вяжете столбик с 2, с 3, с 4 и так далее. Сейчас покажу. Итак, довязываем последние столбики, предпоследний и последний. Смотрите, как он провязывается. Очень удобно провязывать. Вот у нас как раз верхняя косичка. Смотрите, никаких отверстий, ровный, идеальный край. Переходим на новый ряд. Петлю подъема мы не делали. Сразу же в первую петлю мы захватываем нить,
провязываем 2 петли вместе, потом крючок заводим под эту вторую петлю, вытянули, провязали. Вот это наш первый столбик с одним накидом. Если же вам нужен столбик с 2 накидами, делаем по такому же принципу. Заводим крючок в эту петлю, провязали. Вот столбик с 2 накидами первый. Столбик с 3 накидами первый. И так далее. Край ровненький, идеальный, без всяких дырочек. Сейчас покажу второй способ и заодно покажу, как красиво сменить нить. То есть, если вы будете вязать вот такое цветное полотно, то есть у вас будет и ровный край, и красивая смена нити. Итак, набрали необходимое количество воздушных петель плюс 1 петля подъема. Если для первого метода мы набирали для формирования первого столбика 2 петли, то здесь вот 1 петля подъема. Следующую петлю мы вытягиваем вот таким вот образом, заходим в эту петлю подъема так, чтобы, смотрите, мы зашли так, вот 2 петельки над крючком, вытянули и провязали первый столбик с накидом. Далее по цепочке провязываем столбики с одним накидом. Это второй способ, то есть каким вам удобнее пользоваться, так и провязывайте. Ну, довязываем до конца ряда. Еще раз покажу, как перейти на второй ряд. Итак, мы провязываем последний столбик первого ряда. Так, смотрите, петлю подъема мы не сделаем. Мы сразу вот эту петлю делаем длинной, то есть она у нас будет заменять первый столбик. И вот таким вот образом мы сразу провязываем первый столбик. Все, тогда край, вот смотрите, здесь где маркер, у меня первый вариант, здесь второй вариант. То есть я сейчас вяжу второй вариант. Тоже край изделия идеально ровный. Так, сейчас провяжем до конца второй ряд. Покажу, как провязать первый столбик в начале третьего ряда. Итак, провязываем последний столбик второго ряда. Петлю подъема мы не делаем. Вытягиваем вот эту петлю. Смотрите, если вы хотите провязывать полустолбики с накидом, я провязываю тоже таким же образом. Просто эту петлю не делаю очень длинной. Вот я ее не очень длинной сделала и провязываю точно таким же способом. И вот у меня далее полустолбики с накидом. То есть для полустолбиков с накидом я использую вот такой второй вариант. Для столбиков с 2, с 3, 4 накидами первый вариант, как я вам уже показывала. Так как здесь... Так, а еще вам покажу, как перейти красиво на новый цвет. Да, смотрите, когда вы провязываете последний столбик, мы его не довязываем, 2 петли на крючке, берем нужный нам цвет, берем другой цвет, разворачиваем наше вязание. Так, смотрите, нить вот этого, светлую нить заводим таким вот образом. То есть при провязывании первого столбика у нас нить вот так вот сверху заведена, то есть мы ее вяжем. И так мы вытягиваем
нашу петлю, проворачиваем и провязываем. Раз, два. Все. Далее светлую нить уводим в сторону и остальные столбики провязываем как обычно. То есть запомнили, при провязывании первого столбика вот эту нить мы ее как бы захватили. И тогда, смотрите, ровный красивый переход. Вот здесь я меняла нить с этой стороны. Как выглядит лицо, как выглядит изнанка. То есть для вязания каких-либо шарфиков, либо одежды ровный, красивый край. Вы за какой, за первый или за второй вариант можете написать в комментариях. Я считаю, что видео очень полезное, поэтому сохраняйте себе в копилочку, делитесь с подругами-рукодельницами. Если была полезна, ставьте лайки. Всем пока-пока.